Сегодня утром стало известно, что Дональд Трамп отверг мирный план, предложенный Ираном. Война США и Израиля с Ираном на первый взгляд зависла в некоем лимбе. В Персидском заливе продолжаются вялотекущие бои. Стороны наносят атаки и отвечают. С проходимостью Ормузского пролива все непонятно. И даже ни в чем не участвующим монархиям прилетает самым неприятным образом. Но в целом уже месяц перемирие держится и даже раз за разом продлевается. А переговорщики приближаются к полноценному договору. Так что на второй взгляд может даже показаться, что война подходит к концу. Причем не только в реальности, но и на бумаге. Сегодня посмотрим, что вообще там происходит. Плавно ли война перетекает из перемирия в мир, или это совсем не так? И зачем Трамп вдруг официально заявил, что война закончилась? А еще попытаемся прикинуть, каковы вообще итоги этой войны. Какие цели достигнуты из тех, что Трамп с самого начала заявлял, и из тех, что появились потом и случайно. Прежде чем начнем, напомню. В описании вы найдете ссылку, где мы собрали способы по обходу блокировок в России. В том числе там есть ссылка на прокси, который позволяет переписываться в Телеграме без проблем. В рейтинге VPN-ов обратите внимание на Blank VPN. Спонсирует наш гайд сервис MaxSwap. Он выпускает виртуальные карты, которыми можно расплачиваться за границей, оплачивать подписки, авиабилеты и прочее, а пополнять их криптой. Ссылка на них также в описании. «5 мая на пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция «Эпическая ярость» завершена. А ровно так войну с Ираном называет американское правительство. Соответственно, получается, что завершена и война. Это интересное заявление, потому что буквально за пару дней до него ничего завершать Америка и близко не планировала. Сам Трамп говорил, что, мол, чуть что, если иранцы не будут нам подчиняться, начнем сразу бомбить безо всяких разговоров. Так что же случилось? Мы с вами уже говорили, что американские законы особо президента Трампа не волнуют. Если ему надо будет с кем-то повоевать, он начнет, не дожидаясь никаких разрешений. Но фоново про правила администрация все-таки пока помнит. Если можно делать что хочешь и одновременно с этим блюсти какие-то никакие правила, то почему бы и нет? И вот, на днях как раз истекал 60-дневный срок, в который президент может стрелять в кого хочет. Таков закон, что после 60 дней уже надо просить у Конгресса бумажку с разрешением. В Конгрессе и так не первый год бухтят, что их ни о чем не спросили, бросили и вообще игнорируют. И вот, раз уж сейчас все равно перемирие, Трамп с Рубио решили объявить. А все, дескать, граждане, расходитесь. Операция завершена, никакой войны нет, успокойтесь и отстаньте. Это, конечно, никак американских военных не ограничивает. Ведь если очень надо, всегда можно снова начать войну и объявить, что это не эпическая ярость, а теперь тотальная ярость. Ну или там эпическая ярость 2. Эпическая ярость возрождения легенды. И снова 60 дней эпически воевать. Очень удобно. Сам Трамп на одном из мероприятий открыто сказал: у нас была военная операция. Мы так говорим, чтобы юридических проблем не было, и вообще она завершена уже. Нет никакой военной операции. Правда, потом с журналистами как-то не удержался и снова сказал «война», но ему ничего за это, конечно, не будет. Что бы там ни заявляли Рубио или Трамп, война-то продолжается, хоть и сейчас в вялотекущем темпе. Параллельно происходят две группы событий. Первая, Иран снова начал стрелять. 2 дня подряд прилетало по Арабским Эмиратам, причем на этот раз ракеты с дронами долетели до порта Эль-Фуджайры. Это город на побережье не Персидского залива, а Оманского, со стороны открытого океана. То есть он работает и при закрытом Ормузском проливе. Что интересно, сам Иран отрицает, что он куда-то стрелял. Корпус Стражи Исламской революции заявил, что он никуда не стрелял. И вообще, кто-либо в Иране тоже не стрелял никуда. А эмиратские военные просто все врут. Вторая группа событий – Ормузский пролив Шрёдингера. То ли он закрытый, то ли открытый. 4 мая Дональд Трамп утверждал, что блокаду пролива американский флот будет пробивать силой. И называться это будет операцией «Проект Свобода». Так в итоге и было. Американцы расчистили морской путь, потопили иранские лодки и сбивали дроны. По пути прошло 2 гражданских корабля. Затем наступило 5 мая, и Трамп в интернете объявил, что операция «все». Проект «Свобода» приостановили в качестве жеста доброй воли, чтобы на переговорах с Ираном делегации смогли договориться о мирном договоре. Теперь корабли снова стоят на входе в пролив и ждут. Собственно, мирные переговоры США и Ирана продолжаются уже месяц, с тех пор, как объявили о перемирии. Пока что ни до чего не дошли, но вот в среду 6 мая
появились новости, что Иран всерьез рассматривает документ с американскими условиями. После этих новостей к дипломатическим усилиям подключился интернетный Трамп и во второй раз за 2 дня перешел от пряника к кнуту. Запостил в своей любимой соцсети, что либо Иран принимает сделку, либо все-таки начнем бомбить. Причем еще сильнее, чем бомбили раньше. И добавил, что у Ирана есть неделя. Технически условия Трампа Иран уже выполнил, потому что уже вчера, 10 мая, стало известно, иранцы что-то официально на американский документ ответили. Это сообщил премьер-министр Пакистана. Его страна посредник сейчас между Ираном и США. Правда, какой именно там ответ, никто пока не говорит, дипломатическая тайна. Известно только, что Трамп предложение назвал абсолютно неприемлемым. Источники Wall Street Journal внесли конкретику. Иран требует снятия санкций и чтобы рассмотрение вопроса о ядерной программе перенесли. Рейтер добавляет, Тегеран также потребовал компенсировать военный ущерб. Вообще, перемирие с Ираном держится месяц, вопреки тому, что поведение Ирана и риторика Трампа меняются чуть ли не каждый день. Однако все эти прыжки настроения нам неплохо знакомы. Этакое трамповское искусство сделки. Оно заключается в том, чтобы путать противников противоречащими заявлениями и пугать хаотичными движениями. И тогда имеет смысл вспомнить цели операции и поговорить об итогах, что и сделаем после некоммерческого объявления от издания «Такие дела». В конце апреля Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела». Конкретной претензии ведомство не указало, сославшись на то, что издание якобы в какой-то из статей, даже не указано в какой именно, пропагандирует нетрадиционные отношения. На деле же «Такие дела» уже больше 10 лет освещают важную сферу – работу благотворительных организаций в России. Рассказывают истории из жизни простых людей, говорят о социальных проблемах. Например, подробно рассказали об изъятии и забое животных в Новосибирской области. Или о том, как меняются дети с ментальными нарушениями при нормальном уходе. Авторы и материалы таких дел неоднократно получали независимую премию «Редколлегия». И важно, что их тексты не только привлекают внимание, но и помогают найти средства для работы разных НКО. Такие дела дают голос небольшим фондам, о которых иначе узнали бы немногие и которым особенно нужна поддержка. Поэтому обязательно подпишитесь на «Такие дела» в Telegram по ссылке в описании. Тем более, что в мае у таких дел день рождения, им исполняется 11 лет. Редакция по-прежнему остается в России. Авторы продолжают ездить по регионам и рассказывать реальные истории реальных людей, которые справляются с трудностями и помогают другим. А еще вы можете помочь изданию. Такие дела не имеют никаких дискриминационных статусов, а значит их материалы спокойно можно читать, репостить и поддерживать регулярными пожертвованиями. Помочь можно спокойно как с российских, так и с зарубежных карт. Ссылка для пожертвования также в описании. Раз правительство США утверждает, что война закончилась, то кто мы такие, чтобы с ним спорить? Но если все закончилось, значит, можно подводить какие-то итоги. Посмотрим, каких целей Америка в своей войне с Ираном добилась. Справедливости ради, список этих целей последние 2 месяца менялся. Вспомним то, что президент Трамп сказал в своем записанном видео в первый день ударов. Итак, цель номер 1 – уничтожить иранские баллистические ракеты. Ракетное производство у Ирана было отлично налажено, и арсенал был огромный. Им они регулярно угрожали и Израилю, и Америке. Когда война началась, ракеты полетели по союзникам США вокруг Персидского залива и в больших количествах. В какой-то момент с ними уже перестали справляться даже системы ПВО. Но спустя 2 месяца войны эта цель скорее достигнута, чем нет. Во-первых, Иран потратил ракеты на удары, и большая часть из них все-таки была перехвачена. Во-вторых, множество ракет успешно разбомбили на земле. И в-третьих, и это, пожалуй, ключевое, США и Израиль уничтожили иранские фабрики, где эти ракеты производят. Вот на их восстановление уже уйдет немало времени. Цель номер 2 – уничтожить иранский флот. Ну, тут все успешно. Крупные корабли и подлодки Ирана за время войны потопили. Самое известное стало потопление фрегата «Дэна» у берегов Шри-Ланки, потому что американцы сразу начали хвастаться и выложили видео с ударом по кораблю. Сейчас у иранского флота остались только различные малые катера и мини-субмарины. Цель номер 3 – разобраться с группировками оси сопротивления, союзниками Ирана. Тут, не факт, что наблюдается какой-то очень значительный прогресс. Уничтожением Хизбаллы занялся Израиль, начал отдельную войну с оккупацией Ливана, но, как и в прошлое десятилетие, группировка никуда не делась, сколько их ни бомби. Хуситы в Йемене и всякие мелкие группировки, в целом на месте, хотя очень ослаблены. Бороться именно с террористами, а не с государствами, сложнее. Следующая цель, возможно, самая важная – остановить ядерную программу Ирана.
С этим есть некоторая загвоздка. Это аж вторая война за год, которую начали, чтобы лишить Иран ядерного оружия. Летом 25-го Израиль воевал с Ираном именно из-за этого. США тогда оказали Израилю поддержку, скинув большую бомбу на иранские ядерные заводы со стелс-бомбардировщиков. Вот только, как теперь выяснилось, особого эффекта это, похоже, не возымело. Так и что? На этот раз вышло? Вроде как опять не вышло. У Ирана по-прежнему есть где-то 400 килограммов урана, обогащенного на 60%. Если его дообогатить, хватит на десяток ядерных бомб. И несколько дней назад Reuters сообщил, что сами американские разведчики считают, что нынешняя война ничего не изменила. Иран по-прежнему может построить бомбы где-то за год. Ну и финальная заявленная цель – это, конечно, свобода и демократия. Как в тот первый день, так и дальше Трамп регулярно заявлял: сейчас мы, значит, всех аятолл уберем, и в Иране грянет народная либеральная революция. Но ничего подобного не случилось, аятоллу-то убрали. Вот только весь иранский режим от этого не пал. Изменений сверху тоже не последовало. Вместо убитого Али Хаменеи верховным лидером избрали его сына, Маджтабу. Где находится и жив ли вообще новый верховный лидер, неизвестно, на публике он так и не появлялся. Но известно, что взгляды у него в своей консервативности еще похлеще, чем у отца. Так что сигнал в любом случае понятен. Никакой либерализации, смерть Америке и Израилю, конечно, стоять до конца. Подводя итог, плюс-минус, конечно, армии Ирана нанесен огромный удар. Флота нет, ВВС нет, ПВО потрепанные, производственные мощности уничтожены. Но сам режим не факт, что прям сильно пошатнулся. Даже после убийства Хаменеи и еще кучи генералов и чиновников иранская власть все еще на месте и признаков краха не проявляет. Ядерный материал у Ирана остался и где-то лежит и ждет своего часа. Более того, после открытой войны у иранцев точно будет больше мотивации реально заняться изготовлением бомб, а не просто сидеть и всех вокруг стращать. Если прям высчитывать, кто в военном плане победил, то, конечно, Америка и Израиль. Тут Трамп и министр обороны Хексет не врут. Но если думать стратегически о том, что будет дальше, то результат больше похож на откладывание проблемы, а не на ее решение. Помимо официальных целей войны, Америка и весь мир столкнулись и с неожиданными последствиями конфликта с Ираном, с которыми теперь надо разбираться. Слово «неожиданные» я здесь использую, конечно, в очень широком смысле. Все, кто хоть немного разбирался в теме Ирана, понимали, что если будет война, то Иран ответит своим главным козырем – закроет Ормузский пролив. Из этого исходил логичный вывод, что начнутся проблемы с поставками нефти, взлетят цены на топливо и бензин, и так дальше по цепочке. Просто администрация Трампа этого не ожидала почему-то. Видимо, потому что планировала победу за 3 дня. Сейчас, как я и говорил, Ормузский пролив все еще закрыт. Точнее, корабли через него пропускает Иран, но сугубо на своих условиях и с согласованием. Абсолютное же большинство кораблей, танкеров, стоит на якоре и ждет, пока иранцы с американцами подпишут финальную бумагу. И желательно еще и мины из пролива уберут. И чем дольше продолжается эта неопределенность, тем страшнее смотреть на график цен на топливо. Во всем мире дорожает бензин и дизель. То, что Трамп начал войну, хотя обещал не начинать, это американцы, в общем-то, переживут. Это какие-то абстрактные проблемы. А вот то, что машину заправлять теперь дорого, это проблема уже реальная, и потому гораздо более политически значимая вообще в любой стране. От дорогого топлива, кстати, случилось и более масштабное событие, чем сокращение кошельков. Несколько дней назад в США схлопнулась целая авиакомпания – Spirit Airlines. Spirit была крупнейшим американским лоукостером, такой местной победой, на максималках, конечно. Шуток про условия полетов на ней ходило ровно столько же, сколько о Победе или о Ryanair, например. Но если куда-то надо было слетать за копейки, все послушно надевали 5 слоев футболок, запихивали носки в подушку для шеи и грузились в самолеты Спирита. И вот 2 мая компания закрылась буквально одним днем, без предупреждения. Финансовые проблемы, правда, у нее наблюдались и раньше. И вот такой вот резкий конец ей пришел именно из-за войны с Ираном. Цены на авиатопливо взлетели так сильно, что выбраться из спирали уже не было никаких шансов. А в выкупе компании ей отказала сама администрация Трампа, после чего руководство объявило о моментальном закрытии. В пресс-релизе прямым текстом причиной указали войну. В итоге куча пассажиров и даже экипажей по всей стране застряли в аэропортах без какого-либо плана действий. Это все последствия на домашнем фронте, но есть ведь и соображения международной политики.
Заканчивая войну, Трампу нужно добиться хотя бы одной из двух больших целей – разобраться с ядерной программой, например. Судя по тому, что говорит пресса, в плане, который Америка направила Ирану на подписание, значится конфискация всего обогащенного урана. Но вот что прям прилетят американцы на самолетах, погрузят чемоданчики с радиоактивными элементами и увезут к себе. Учитывая все произошедшее, зачем Ирану на такое соглашаться, непонятно. И если не согласятся, у избирателей появится закономерный вопрос. Стоила ли война таких усилий, раз уж главные цели операции так и не были достигнуты? А достигнут или нет, будет понятно, когда мы наконец-то увидим мирный договор, который уже целый месяц вырабатывают где-то на секретных переговорах. Вчера Трамп увидел очередной какой-то драфт и сказал, что он увиденным очень недоволен. Вот кто более-менее сейчас доволен, так это Израиль. Его премьер Нетаньяху ходит и раздает в целом победные интервью, в которых говорит, что Израилю удалось разрушить иранскую ось сопротивления до основания, уничтожив всю инфраструктуру и всех лидеров, причастных к нападению 7 октября 2023 года, включая верхушку самого Ирана. Что правда. Израиль укрепил свои позиции на Ближнем Востоке, показав себя ведущей региональной державой, свободно летал над Ираном, не потеряв ни одного самолета, не потерпел никакого военного ущерба в тылу, сблизился со странами залива, которые теперь понимают, что ключ к безопасности лежит не только в дружбе с Америкой, но и в дружбе с Израилем. Главной своей цели, смены режима в Иране, Израиль, однако, не добился. Наличие хоть и побитого в военном и политическом плане, но все же крупного и влиятельного государства, явно желающего Израиль уничтожить, это проблема, с которой ему еще предстоит работать. Возможно, теми же методами, какими поработал в марте этого года, а возможно и другими. Что интересно, внутри Израиля война никак не повлияла на общественное мнение относительно премьера Биньямина Нетаньяху. Тот как уверенно шел к завершению своей карьеры в качестве премьера на ближайших выборах, так и идет сейчас. У его коалиции, как было по опросам в районе 50 мандатов из 120 год назад, так и остается. Выборы уже скоро, израильские граждане, видимо, попросят Нетаньяху на выход. Однако в вопросе политики страны по отношению к Ирану и к Газе не изменится ничего. Точно так же будет себя вести любой новый премьер, хоть правый, хоть левый. Все израильские политики максимально серьезно воспринимают угрозы существования стране, и на вопрос, что нужно делать с людьми, которые желают уничтожить Израиль, смотрят одинаково. Будем наблюдать за регионом дальше. События в нем влияют на весь мир. До завтра.